Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня видео о раскрашенном за месяц. Ну и, в общем-то, подведение итогов за год. Я подсчитала, что за год у меня было раскрашено 321 иллюстрация. Вообще для меня это немного, так как обычно за год я раскрашивала 500 с чем-то, 600 с чем-то. Ну, из расчета 50-60 в месяц. Ну, как-то так получалось. Но в этом году были месяцы, когда я раскрашивала работу по 18, по 20. Такого, чтобы совсем не раскрашивала, не было. Как вы знаете, видео всегда выходили. Ну и будут, конечно, выходить. Я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Ну, прежде всего, конечно, пожелать всем здоровья, но и нам, блогерам, например, как-то, чтобы изменилась ситуация для нас на YouTube. Большинство из нас продолжали снимать в этой ситуации практически просто так, на энтузиазме, поэтому я думаю, что как-то свое отношение хорошее к этому ресурсу мы показали и все-таки заслуживаем, чтобы как-то все наладилось. Ну да ладно, давайте приступим. Этот месяц, в принципе, был весьма продуктивный. Я в декабре раскрасила, в общем, задействовала 24 раскраски, и раскрашенных иллюстраций было, кажется, 32. Ну, нормально. 50% примерно от того, что было раньше. Вот как я сняла раскраски с полки, так я и буду показывать. Раскраска, сейчас опущу штатив, творческое самовыражение. Мне очень нравятся здесь иллюстрации, и для меня это полноценные раскраски. Ну, здесь я вот такого, ну кто это? Гномик или Санта? Непонятно. Ну, добавила на фон немножко блесток, раскрашивала карандашами. Тут есть и металлики, и обычные карандаши, акварель. С обратной стороны, в принципе, вот так все нормально. Это вот с этой странички. Далее тут уже прям лежит вот рядышком Spir Relax. В этом месяце я решила попробовать, как и все, раскрашивать ручкой. Но, конечно же, результат значительно более порадовал, чем предыдущие месяцы карандашом, хотя карандашом раскрашивать гораздо проще. Вот. Я использовала вот такую ручку Биг. Она классная, мне нравится. Я ее когда-то брала для того, чтобы, ну, знаете, когда делаешь белой ручкой контур, если вдруг что-то пошло не так, вернуть черный контур на место. Но таких ситуаций у меня, в общем-то, не возникало. Я только, в принципе, попробовала, как оно будет. И она лежит. Ну, соответственно, может засохнуть. Такая участь постигает все мои ручки, поэтому я решила, будет обидно, так как ручка реально качественная. Но вот недавно я там освобождала одну коробку у себя в гардеробной и обнаружила огромное количество шариковых всяких ручек, гелевых, в общем, синих, черных. У меня еще куча новых, и я поняла, что я уже один раз им дала шанс, второй раз, много раз проверяла с ними, как назло, все в порядке. И я как бы не знала, куда их
вообще деть. Ну и вот тут пришло решение. Просто недавно я уже готова была их выкинуть. Но вроде жалко, их действительно много. Вот теперь тоже потом буду использовать. Но сначала эту. А следующая раскраска это «Сад эльфов». Я ее приобрела как раз в этом месяце. Ну и начала. Начала вот с этой иллюстрации. Здесь у меня... Ну, в общем-то, разные карандаши, но здесь Vista Artista с размытием. Тут корректор, тут акварель. Вот. Просто карандаши. Простенькая такая обычная иллюстрация, но мне нравится. Вообще, я тоже к этим раскраскам очень даже хорошо отношусь. Покупаю их, как правило, знаете, ну... Или когда нужно добить заказ, потому что стоят они недорого. Или же, знаете, когда ну, нужно срочно потратить баллы, например, как в Читай-городе, да, так как они сгорают. Ну и, соответственно, вроде потратить баллы нужно, а тратить много не хочется. Поэтому вот беру такие раскраски. Они очень приятные, хорошие. С обратной стороны... В общем-то, все в порядке, и бумага нормально выглядит после акварели. Также у меня появилась раскраска «Леденящий ужас». Здесь она мне понравилась. То есть, когда я, в принципе, видела, знаете, там обзоры, что на превьюшке вот такие раскраски, я думаю, как-то... Я даже не смотрела. А потом, я не помню, то ли у Виолетты или еще у кого-то, вот честно сейчас не припомню. Вот, как говорится, врать не буду, не помню, у кого увидела. Как-то так ее пролистали, и я поняла, что я просто влюбилась в эту раскраску. Ну и, конечно, вот одну иллюстрацию я здесь уже сделала. Здесь акварель перламутровая, я только не помню, луч или же белые ночи. Тут еще карандаши, акварельные карандаши еще Vista Artista, Мэджики, вот. Тут вот детская акварель, наверное, луч перламутровая. В общем, вот такая иллюстрация. Собственно, это мне понравилось больше всего. Вообще тут потрясающая рисовка, но в эту иллюстрацию я вообще влюбилась. Ага, а потом, когда я уже купила, стала рассматривать дома, я только заметила, что тут еще и он на унитазе сидит. Ну, это просто чудо. Я когда забирала, ну, любимый у меня так это... Ну, посмеялся, конечно, подружке понравилось, а у нее еще двое маленьких детей, она говорит, это бы им точно понравилось. Ну, в общем-то, да. Замечательная раскраска, советую. Дальше модные раскраски для девочек всех возрастов, 17-18 год. И здесь я вот эту иллюстрацию раскрасила. Ну, это типа новогодний выпуск, но вроде, я не знаю, там просто год собаки, поэтому, да, вот, символично. А это я даже не знаю, но имеется в виду, к чему это. Но я решила все-таки дополнить разворот, чтобы тут уже как-то по порядку шло, потому что много раскрашено теми же самыми материалами, карандашами, по-моему, Ашан. И здесь вот еще металлик, ручки. Счастье это Анастасис. Я рассказывала, что долгое время не понимала, как, ну, купить, не купить, не покупала. Потом даже на складе мимо проходила много раз. Но потом все-таки решила взять, когда уже все остальное там было куплено. И она у меня продолжала лежать. Так как вроде бы раскраска хорошая, и в тот же момент я не знала, как к ней подступиться. Вот. А потом я поняла, что как в другой раскраске со склада был такой, да, пример, что можно штриховать. Ну, поэтому я так решила, что всю ее буду раскрашивать вот в этом стиле, штриховкой. Ну а на фоне сухая пастель. Это оказалось идеальное дополнение. В общем, вот как-то так.
Ну, а это открытка в качестве закладки. Это мне дарила Виолетта. Привет тебе и огромное спасибо. Далее раскраска «Миллион новогодних котов». Так, сейчас покажу, какая здесь иллюстрация. А здесь был сделан разворот. Вот такой вот. На фоне сухая пастель такого мятного цвета. Карандаши в основном были вот эти макаронцы, брутфунеры пастельные. Ну, немножко гелевые ручки. В общем, вот так. В принципе, мне понравился разворот. Легко довольно-таки. Следующая раскраска – это «Миллион милых животных». Тоже новиночка. И я ее, конечно же, сразу начала. Здесь у меня раскрашено 4 иллюстрации. Ну и давайте, не знаю, по порядку, не по порядку, как есть. По-моему, начинала я с этой, сейчас я проверю. Да, с этой иллюстрации начала. Появилась она у меня в ноябре, но я уже снимала и раскрашивала на декабрь. Вот. Ну, кто впервые на канале, поясню, я снимаю заранее. И все, что я раскрасила вообще за месяц, я показываю. На самом деле я раскрашиваю за 2 недели. Здесь тоже использовала пастельные карандаши, но эти Берлинга, которые 12 цветов, ну и просто какие-то карандаши. Следующая иллюстрация вот такая. Фона здесь не было вот этого, это я сама делала с помощью трафарета. Использовала сухую пастель Мунго и сверху закрепляла водой. Раз 5 закрепляла потихонечку. Какие карандаши здесь использовала, я не помню. В целом мне иллюстрация понравилась и раскраска очень понравилась, поэтому я и решила напрячься с фоном. С обратной стороны все в порядке, ничего не протекло. Далее была раскрашена уже брутфунерами пастельными вот эта иллюстрация. Фон я пока не делала. Возможно, я его делать не буду. Может быть, сделаю чуть позже. Не знаю. Потому что если я фон не вижу и мне не хочется совсем все упрощать, то я предпочитаю оставить, дабы не портить. Так. Следующая. Вот такая иллюстрация. Здесь тоже фона нет. Карандаши использованы абсолютно разные. Вот когда у меня дойдут руки до этой иллюстрации, там и посмотрю. Или это будет что-то общее. Вы знаете, даже у меня сейчас появляются идеи, какой сделать фон. Возможно, сделаю. Ну вот, в следующем месяце покажу. Сейчас вот у меня что-то такое проясняется. Раскраска очень понравилась. Это единственная раскраска от Lulumayo, которую я сама себе купила. Остальные мне дарили. Вот я выбирала и поняла, что вот просто то, что надо. Следующее. Это Мария Тролли. «Час заката». Стараюсь красить здесь каждый месяц. Если не получается, то в следующем месяце я наверстываю. Здесь у меня раскрашен разворот. Как вы знаете, я стараюсь развороты делить на 2 месяца, там одну страничку, в следующем месяце другую. Ну и тут я сказала, что как получится. Но я с огромным удовольствием раскрасила целый разворот, так что вот. Результатом я довольна. Здесь были использованы Derwent Colorsoft и еще, наверное, какие-то, я не помню уже. Мэджики, наверное, использованы. Немножко вот здесь вот перламутровые акварели. Короче, хорошая иллюстрация. Я собой довольна. Далее.
Ханна Карлсон, «Заколдованный лес». Тут у меня вообще как получается, я одну раскраску, вот эту как раз Ханны Карлсон, даже не внесла. Мы вместе с Оксаной раскрашивали вот эту иллюстрацию. Поскольку я раскрашиваю вперед, то в разные месяцы мы это показываем, скорее всего. Вот. Ну, раскрасила, чтобы шло все по порядку. Сейчас я тут подпишу. Далее также Ханна Карлсон из этой же серии «Магический дом». В общем, получается, что 322 иллюстрации за год. Здесь у меня вот эта иллюстрация, я ее раскрашивала карандашами, а здесь вот масляная пастель, где котик. Иллюстрация довольно простенькая. Не скажу, что это прям как-то в моем стиле, но и такое тоже бывает. Я всегда показываю все работы, и удачные, и неудачные. Знаю, что некоторые показывают только то, что удачное, но я считаю, что раз мы снимаем хобби-влоги, раз мы снимаем отчет за месяц, то, ну, с одной стороны, это право каждого из нас, но я считаю, что это как бы более честно. Далее, волшебные истории «Полуночный маскарад» из той же самой серии. И тут тоже одна иллюстрация. Мы ее также с Оксаной раскрашивали. Вот это. Фон я делала, насколько я помню, гуашью. Также здесь есть блестки, луч, маркеры металлик, ну и какие-то карандаши. Вот. Мне понравилось, как иллюстрация получилась. Далее снова Ханна Карлсон «Рассветный час». И здесь у меня... Так, сейчас. А здесь у меня... Странно. Вот эта иллюстрация. Я не сделала закладку, так что хорошо, что есть записи. Мне очень нравится вот эта иллюстрация. Ну, тут карандаши, сухая пастель, немножко чего-то блестящего. И также вот эта иллюстрация. Это я делала в дополнение к такому развороту. Понравилось, как получились грибы. Да и птичка, и фон как-то все очень сочетается. И еще одна раскраска Ханны Карлсон «Дневные грезы». Так, сейчас покажу вам, что я раскрасила. Вот эта иллюстрация. Тут карандаши, сухая пастель на фоне. Стрекоза — это... Сначала, по-моему, были карандаши, потом перламутровая акварель. Как-то так. Следующая раскраска снежная. И тут у меня такая зверюга раскрашена. Карандаши, блестки, гелевая ручка, акварель. Всего понемногу. Из этой же серии зимняя раскраска. И тут птички. Я всегда, когда эту раскраску беру, мне кажется, что что-то не получится, но в итоге нормально. Тоже
карандаши, детская акварель, ручки, где требуются блестки. Ну вот в данном случае блестки я на птичках сделала. Арт-йога за 17-18 год. Здесь я не только раскрасила вот эту собачку, я также еще и дорисовала фон. Вот эту я иллюстрацию давно раскрашивала, ну, может быть, в том году, я уж не помню, но не в этом. И, ну, я имею в виду, что не в эти праздники. И, соответственно, я так подумала, что будет хорошо сделать единый такой разворот, поэтому я продлила вот это все. Здесь тоже елочку прорисовала. Я всегда говорю, что я не люблю ничего дорисовывать, но если вдруг хочется, то могу это сделать. Вот, поэтому получился вот такой единый разворот. Собачку я раскрашивала пастельными карандашами. Также здесь немножко есть блестки. Камера это не передает, к сожалению, в том виде, в котором есть блестки луч, голографические, серебряные. Очаровательные ведьмы – это подарок от Оксаны. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Это мне Оксана на вот тот Новый год подарила раскраску. Классная. Здесь односторонние иллюстрации. Прикольная такая тематика. И мной была раскрашена вот эта иллюстрация. Здесь на фоне вот эта акварель, новинка «Белые ночи». У меня два цвета я приобрела, и мне было интересно ей пораскрашивать. Вот здесь акварель Vista Artista, она типа как обычная, но по факту она имеет, ну, такой вот очень классный эффект, как я люблю. Ну а здесь карандаши, но была сделана подложка акварелью, вроде, насколько я помню. Тут вот опять же блестки, вот они немножко видны. Ой, на деле они, конечно, очень красивые. Тут вот еще блестки. Мне всегда вот обидно, каждый год снимаешь, когда настолько это обидно, что не передается в полную меру. То есть даже вот если лампу отключить, все равно. Уж не знаю, в чем проблема. С обратной стороны, ну, в принципе, все вот так, более-менее пристойно. То есть, если бы здесь была иллюстрация, в основном можно было бы все исправить. Из этой же серии раскраска «Великолепные драконы». Тут я также сделала одну иллюстрацию и на фоне пробовала тоже два цвета этой акварели. Вот. Ну, мне хотелось побаловаться, поразвлекаться. Вот. Ну, здесь бумага немножко другая, кстати. И дракошка раскрашен карандашами. Какими, я уже не помню. Вот. Но во влоге, наверное, я показывала. В целом тоже довольно. С обратной стороны. А с обратной, в общем-то, тоже все пристойно. Раскраска вот такая, сказочные герои. Ну, а тут я раскрасила вот эту иллюстрацию со щелкунчиком. Тут вот у меня, видите, блестки, я их так фактурненько наносила. Я не помню, была здесь подложка акварельная или нет. На фоне сухая пастель и Magic. Я, понимаете, что-то как-то на своей какой-то волне сначала сделала вот так, расчертила и сделала фон типа обоев, а потом поняла, думаю, стоп, а почему я обои сделала здесь? И, конечно, пришлось, но здесь я уже прошлась ручкой, и ничего с этим нельзя было поделать, то есть вот видно. Ну, я расчертила полы и раскрасила мэджиком, так что вот такая иллюстрация новогодняя. И вот это я
давно начала, когда приобрела раскраску, но что-то пошло не так, вроде бы иллюстрация нравится, и ну ни в какую, не хотела и все красить. Ну а тут взяла, думаю, нет, я не люблю, когда есть незаконченные иллюстрации, и все-таки решила взять и раскрасить ее. У меня есть из этой серии еще одна такая желтенькая. Кстати, сейчас огромное количество раскрасок в этой серии продается в фамилии. Ну, правда, я не знаю, я заходила в общем, в той фамилии, в которой я была. Это, по-моему, на Рязанском проспекте, мне кажется. В общем, где-то заходила. Там ценник совершенно адский на все, на маркеры, на прочее. То есть они пишут, что изначальная цена 700 рублей, скидка там 6 маркеров вот этих самых стандартных, обычных, типа 200 с чем-то, так на Валберес они чаще всего 200 с чем-то, 300 рублей, и по 89 можно их купить без этих самых. Ну, в общем, вторая раскраска, она мне зашла больше, и я ее раскрашивала чуть почаще, но я в один месяц решила две не затрагивать. А следующее — это «Волшебный мир Средиземья», где мы вместе с Оксаной красим каждый месяц и по порядку. Так что вот сколько у нас уже раскрашено. И в этом месяце была вот эта иллюстрация. Кто впервые на моем канале, объясняю, что я раскрашиваю не так, как по книге, не так, как по фильму, потому что, во-первых, не смотрела, не читала. Мне нравится тематика в плане раскраски, мне нравится прорисовка, но при этом это не моя тематика для фильмов, поэтому, да и даже если бы смотрела и читала, я бы все равно раскрашивала так, как мне нравится. Здесь абсолютно разнообразные карандаши, немножко акварельные карандаши с размытием, в общем, вот так. Далее у меня есть несколько распечаток. Я распечатывала их по поиску в Яндексе. Вот это. Я очень довольна этой иллюстрацией. Она мне действительно нравится. На фоне сухая пастель, немножко блесток, немножко ручек. Ручки, по-моему, были Берлинга. Здесь гуашь, что придает фактурности, тоже немножко блесток. Здесь также гуашь, как видите, она прям очень фактурная. Ну и здесь карандаши, тут акварель немножко, акварельные карандаши с размытием. В общем, я довольна. С обратной стороны все в порядке. И еще одна иллюстрация в этом месяце. Это адвент-календарь. Не знаю, мне что-то захотелось, поэтому... Вот. Ну, адвент-календарь я раскрашивала, как и положено. То есть я вообще раскрасила вот это все, положила и ждала снять итоги, когда будет раскрашен адвент. Но сейчас еще даже не 24 число, я начала где-то, наверное, с 9 числа, потому что мне все лень было распечатать. И, в общем, когда оставалось немного, я доделала, потому что мне уже как бы нужно отснять видео, чтобы все закрыть этот вопрос. Я раскрашивала тут карандашами обычными, ну, в смысле цветными. Здесь, по-моему, металлики. Здесь вот я немножко из Fix Price вот эти вот фломастеры использовала. Ну, в общем, мне нравится, как получилось. Раскрашивала с огромным удовольствием. И, наверное, вот сюда вот даже, может быть, повешу. Кстати, да, почему бы нет, и вот эту можно повесить как декор. Далее северная красота. Тоже зимой стараюсь в ней раскрашивать. И раскрасила вот эту вот иллюстрацию. Эту я давно раскрашивала, поэтому в этот раз вот такая. По-моему, дервентами, может не дервентами. Я не помню, чем раскрашивала. Мне кажется, показывала во влоге. Фон делать не стала.
И Крис Ридл. Это мне Алла дарила. Привет и спасибо. Так, что тут у меня? Здесь у меня даже 2 иллюстрации. Так, 100 объятий, если я неправильно произнесла, я просто записала не так. Так, значит, у меня вот такая иллюстрация раскрашена. Здесь перламутровая акварель, мышонка, видимо, карандашами раскрасила, елка, скорее всего, мэджики, и корректор, вот точки сделала вот такие. Это одна иллюстрация, и вторая была такие вот снеговички. Здесь у меня по контуру, по всей вероятности, акварельные карандаши Vista Artista, и размывала я уже перламутровой акварелью. Ну и карандаши какие-то еще. Тут вот, по-моему, я не знаю чем. В общем, несколько таких простеньких иллюстраций. Это все, что я раскрасила в этом месяце. Я еще раз хочу всех поздравить с наступающими праздниками и поблагодарить, что подписываетесь на меня, ставите лайки. Соответственно, если это видео понравилось, также поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, хорошо провести эти новогодние каникулы, праздники, и до скорой встречи. Всем пока-пока.